У вас есть яблоки, но вы не хотите заморачиваться с выпечкой? Смело готовьте этот яблочный пирог. Он в простой в приготовлении и очень вкусный. Самое главное, нужно заранее достать сливочное масло и другие ингредиенты из холодильника. Список всех ингредиентов найдете в описании под этим видео. Когда масло стало размягченным при комнатной температуре, необходимо его слегка взбить до кремообразного состояния. Потом добавить к нему сахар и взбивать около 3 минут до пышной массы. Потом в 2 этапа добавить яйца. Добавили яйцо и взбили до объединения. Яйца тоже должны быть комнатной температуры, как и масло. Это нужно для того, чтобы ингредиенты объединились между собой и чтобы масло не расслоилось. Перед каждым взбиванием не забывайте счищать массу с краев чаши ложкой или силиконовой лопаткой. После этого добавляю сметану комнатной температуры и также все объединяю. Также на этом этапе можно добавить ванильный экстракт. Я добавляю вот такой, купила его в Германии, он органический, с семенами бурбон-ванили. С ним пирог будет еще вкуснее. Перед тем, как добавить муку, я соединяю ее с разрыхлителем и обязательно просеиваю через сито. Также на этом этапе добавляю немного соли. Перемешиваю миксером на минимальной скорости. Долго мешать не нужно, только до объединения массы. Ну а теперь осталось дело за малым – очистить яблоки и нарезать их на дольки. Конечно, яблоки можно не чистить от шкурки, но как по мне, с очищенными яблоками пирог получается намного нежнее. Порезанные яблоки отправляю в тесто и аккуратно перемешиваю. Я решила протестировать новую икеевскую форму алюминиевую. Просто смазываю сливочным маслом, пергамент не кладу на дно. Вы уже смотрите по качеству своей формы, класть вам пергамент на дно или нет. Когда выложили тесто, обязательно распределите, разровняйте его по всему диаметру формы. Сверху на тесто выкладываю дольки яблока. Яблоко я уже не очищала. По желанию можно присыпать сахаром, если у вас, например, кислые яблоки. Если у вас сладкие яблоки, можно воздержаться от сахара дополнительного. Отправляю пирог выпекаться в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 45 минут или до сухой шпажки. После приготовления нужно дать пирогу полностью остыть и только после этого по желанию посыпать сахарной пудрой. Я думаю, вы уже поняли, что этот пирог невкусным быть не может. Плюс ко всему он очень нежный и ароматный. Если будете готовить пирог, сохраняйте рецепт закладки, чтобы не потерять. Ставьте лайк этому видео и не забудьте подписаться на мой канал.